Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня расскажу о самом безопасном месте в тюрьме. Для чего оно, кто там сидит, как туда попадает. Вот об этом сегодняшний ролик. Давайте начинать. Если кто вдруг впервые на моем канале, я провел 12 лет в местах лишения свободы. Здесь я просто рассказываю свой опыт и не более того. Перед просмотром прошу вас поставить палец вверх, подписаться, если кто не подписан, и поддержать продвижение видео комментарием. Напишите, пожалуйста, на какую тему вы бы хотели услышать от меня рассказ. Итак, что из себя представляет безопасное место? Это помещение штрафного изолятора на самом деле. То есть, что такое карцер? У меня есть ролик на канале, что из себя представляет карцер. И безопасное место это тоже камера в карцере, там, кича, ШИЗО. Но какой момент? Туда закрывают не за правонарушение какое-либо, в отличие от тех, кто сидит вот в карцерах ШИЗО. Но камера, она ничем, в принципе, не отличается. Вот. То есть, те же самые нары, там одно окошко, там, не знаю, одна кормушка. То есть, попадают туда люди, которые совершили какие-то деяния, за которые могут спросить с них старые арестанты. А вот за какие, сейчас я вам все это расскажу обязательно. Но перед тем, как начну рассказывать, хочу вам порекомендовать канал, я уже о нем говорил, называется Владимир Стеханов. Автор канала поборол свою зависимость, поборол свои недуги, и сейчас людям помогает сделать это. На его канале вы можете найти много мотивационных роликов, также ролики, где он общается с людьми и помогает им психологически. Если кто-то хочет познать себя, либо, возможно, вашим родственникам требуется какая-то помощь подобного плана, обязательно переходите по ссылке в описании и не забудьте написать, что вы пришли от Плюхи, ну и так далее и тому подобное. Всем рекомендую, ребят, знаете, я хуйни не посоветую. Итак, как же все-таки попадают в этот БМ, да, то есть безопасное место, там называют БМ сокращенно, вот, ничего удивительного в этом нет. Итак, человек, если проиграл, например, в карты, вот, и ему нечем рассчитаться, то есть остается пару дней до расчета, вот, и денег у него как бы нет, вот. Он понимает, что его, конечно, не проткнут его, блядь, скорее всего. Но пиздюлей дадут, это раз. То есть за то, что ты там не рассчитался по карточному долгу. Думаю, даже те, кто не сидели, прекрасно слышали там или знают, что карточный долг там это типа святое, не знаю. Уж чего там это тоже пошло, тоже непонятная какая-то логика. У людей, у которых нет ничего святого, пытаются привить какие-то им взгляды святые на обычную игру в карты. Ну ладно. Короче, он понимает, что ему как бы дадут люлей и хороших. Вот, и скорее всего потом загонят в шныри, либо там еще куда-то. Это раз, вот один момент. Либо другой случай, когда, например, человек пообещал что-то сделать и не сделал. Вот, бывают и такие случаи. Там, не знаю. К примеру, там один другому говорит, там, давай там замутим телефон, у меня есть мент прибалтанный, короче, мы ему сейчас бабосов закинем. Вот, давай там мне там 3 косаря, да, и я 3 косаря. И будет у нас телефон с тобой на двоих. Сам берет, короче, эти деньги куда-нибудь там профукал, вот. Такие люди называются в зоне балдакруда. Их очень много, они разводят в основном таких первоходов, кто там маменькин сынок, и эти первоходы потом идут к блатным, жалуются. И тот человек, когда понимает, что его там в скором времени колпашнут, потому что блатные его тянут и говорят, там через день-два отдай человеку деньги, туда-сюда, но все это в более жесткой, конечно, форме происходит. Вот. И как бы брать-то их негде, опять идти еще кого-то наебать, в общем, как бы тоже так себе удовольствие, знаете. Сейчас расскажу потом одну историю про балдакруда, вообще как у нас один крендель петухов обманул, они его чуть не убили потом. Короче, и вот когда как бы деваться некуда, понимаете, это же не свобода, там территория маленькая. На другой отряд как бы убежать, тоже там, поймают везде. Это же эти люди, которые там такие опрометчивые поступки совершают, я не знаю, что они надеются,
Вот, я старался лишний раз там, ну, вообще никуда не влезать, потому что там ну, то место, откуда ты никуда не денешься. То есть лишний раз с кем-то связаться, таким каким-то сомнительным пассажиром, либо в какую-то коляску там запрыгнуть, где неизвестно, что, какой-то, может быть, блудняк, скорее всего. То есть я старался таких ситуаций избегать, потому что, ну, мне еще там жить и жить, скажем так, и не хотел себе портить, как бы, пребывание в том месте. Вот, но люди, им деваться некуда, такие проблемные, скажем так, ищущие проблем на свою жопу, и они идут, короче, вот, к ментам в дежурную часть, вот, и говорят, типа, закройте меня по 13-й. Вот, по 13-й это, ну, если я не путаю, конечно, могу ошибаться, вроде как 13-я статья, там, ну, безопасное место, прошу вас предоставить безопасное место. То есть он пишет заявление, прошу вас предоставить мне безопасное место, так как у меня конфликт там с тем-то, тем-то. Бывали такие люди, которые даже не то, что могли и заявление даже написать, прийти, я хочу написать заявление, там меня деньги там вымогают. Но такие вопросы, как правило, решаются, ну, стараются на локальном вот этом уровне. Как бы, если человек хочет написать заявление на другого зэка, да, за вымогательство, в основном стараются ссоры из избы не выносить, ну, подтягивают его опера там, или там, хотел сказать, Следственный комитет, нет, отдел безопасности. Вот, и говорят, типа, давай решать вопрос, там, типа, там, я им скажу, там, все, тебя никто трогать не будет, я тебе обещаю, вот, и все. Ну, как бы вот так вот решается. И обычно, кстати, вот, ну, когда, ну, человек, все, и по закону они обязаны предоставить безопасное место, потому что, знаете, у нас вот был один случай в Архангельске, человек пришел, короче, говорит, это, ну, мне нечем платить, у меня вот сегодня расчет, короче, ну, и как бы это, мне нечем платить, закройте меня в изолятор. А там был такой говнистый, короче, мент, вот, противный, не помню, как его звали, но реально противный. И он, короче, ему сказал, да ладно, иди на хорош, ты никто тебя не тронет, ну что ты, кому ты нужен? Уже сейчас времена такие, там, типа, это, ну, это был, там, грубо говоря, там, в 2015 году, да, как бы уже потихонечку начали какие-то понятия там отходить на задний план, вот, и он такой, да иди, никто тебя не тронет, успокойся, что ты там, типа, что вы заколебали, типа, вот играете в карты, потом закрываете. То есть, да, он пошел, его заштырили просто насмерть, типа, ну, в отряде, и все, и, ну, вот такая фигня. И как бы, знаете, и с одной стороны, ну, мент тоже не виноват, что он сел как бы в карты играть, да, зная, как бы, что у него ничего нету. С одной стороны. С другой стороны, как бы он был обязан выполнить свою работу. Вот, поэтому, как бы, там уж точно человек человеку волк. Вот. И по закону они должны предоставить безопасное место человеку. И я знаю такие случаи, когда люди там весь срок сидели. Вот. То есть у них были такие вопросы, что они боялись выходить, и они вот, короче, там закрывались и сидели весь срок. Вот. Их так и называли, закрывашки. То есть человек, который... Но бывало и такое, знаете, чаще всего как бы в последнее время их стало столько много, что... уже как бы, блин, практически некуда девать. И если их как бы держать до конца срока, вот этих закрывашек, да, то, блин, надо будет еще отдельное здание строить, чтобы они там сидели. Это во-первых. Во-вторых, как бы менты должны выполнять свою работу. Иногда бывает такое, ну, в 50% случаев с закрывашками бывает так, то есть 50% закрываются и сидят там до конца срока, иногда по году, по 2, по 3 вот в этой камерной системе, боясь выходить куда-то. Да, там условия такие же, как в ШИЗО, но как бы режим, распорядок не такой, то есть у них шконки не пристегивают, передатчик у них сколько хочешь, там телевизора у них нет, но все равно как бы, ну, блин, хуже гораздо условия, чем, допустим, сидеть просто в отряде. Но опять же, там они сами выбрали эту дорогу. Вот, это одна половина людей, вот этих закрывашек. Другая часть людей, этих закрывашек, то есть менты с ними разговаривают, говорят, слушай, я поговорю с блатными, все, тебя не тронут. Вот, то есть ты им, например, должен эти там, ну, там 5-10 тысяч, да? Менты понимают, как бы, что, ну, этот долг ему никто не простит. И пофигу, закрывался он или нет, там, ребята выждут, ну, менты с ними поговорят, не трогайте, он сейчас выйдет. Там, и даже, может быть, пригрозят, там, скажут, не трогайте, мы там будем шмонать, еще что-то, мы там закроем смотрящего в изолятор. Они скажут, да, хорошо. Ну, блаткомитет скажет, да, хорошо, все, не, мы его не тронем туда-сюда. Подождут месяцок.
устроит ему конфликт с каким-нибудь человеком и, ну, просто подошлют кого-то, он просто его, короче, ну, пизданет. То есть, ну, сделают, скажем так, не мытьем, так катаньем, скажем. Ну, найдут способ, как человека хоть через время, но наказать. Поэтому менты это понимая, говорят, смотри, вот сейчас я договариваюсь, допустим, с пацанами, да, что они тебя не трогают, а долг будешь отдавать частями. Об этом тоже я договорюсь. Ну, менты понимают, что долг все равно отдать надо. Там карточный или там, который он взял, бабки ты взял, ты должен отдать. Короче, ну и менты это вкуривают. Вот, иначе как бы, ну, не решится этот вопрос. Отдашь там частями, я договорюсь, но отдать их надо будет по-любому. Хочешь там, не знаю, полгода или как, короче, вот. Ну и как бы половина вот этих закрывашек соглашается. Но бывает, кстати, такое, что они возвращаются, эти закрывашки, и их там начинают чмырить. Вот, то есть, ну, обычные мужики. То есть, все, он уже после этого, если он был, допустим, жил мужиком, ну, там, порядочным арестантом, как только он закрылся, все, это шерсть. То есть, ну, это непорядочный поступок по вот этим тем законам, скажем так, каменных джунглей за колючей проволокой. В общем, все, он как бы, ну, непорядочный арестант, он ломовой, выломился, закрывашка, короче, ну, вот шерсть. И люди бывают, что как бы, ну, естественно, когда он приходит в отряд, там, вот, там, туда-сюда, ну, там, подкалы, туда-сюда, ну, это быстро забывается, день-два, но бывает такое, что как бы нет. Бывает, он начинает чмырить. Как правило, это бывает, если человек вышел и поверил в себя. Бывает, они, знаете, какие наглые, то есть с ним менты поговорят, скажут там, типа, вот, выходи, я за тебя поговорю, тебя никто не тронет. И он выходит, он думает, что у него крыша теперь ментовская, вот. То есть там в лице, допустим, какого-то начальника оперчасти этой зоны. Но вся беда в том, что начальник пришел и домой ушел. А зэки в отряде ничего не забывают и остаются с тобой 24/7. Вот. И есть такие, которым вообще пофигу на этого начальника и на начальника зоны, и на всех вообще. То есть, ну, безбашенный, оторви и выбрось. А человек думает, что как бы у него теперь покрышка ментовская, то, ну, и начинает что-то там открывать рот, ему сразу начинает этот рот закрывать, вот, дадут ему по щам, и на следующий день смотришь, он уже опять сидит, короче, закрылся. В общем, вот такие бывают ситуации. Короче, туда люди попадают, такие, которые ищут на свою жопу приключений. Вот. Я видел таких, что даже по 3, по 4 раза в год закрывались. То есть выходили, им было этого мало, что за них вопрос решили, менты дали им там поддержку, испытательный срок, смотришь, там через неделю-две он опять нашел на жопу приключения, уже что-то сделал другой, короче, закрылся и так далее. Вот. И давайте напоследок, ну, думаю, вы поняли, да, что за люди там сидят. Напоследок все-таки расскажу эту историю, там, связанную с петухами, короче. Ну, там, этот чел, он не закрылся. Ну, короче, была история, там, один крендель у нас в Рязани проиграл в карты. Вот, проиграл в карты. Ему нечем было отдавать, он такой бедолага. Вот, блин, сейчас эту историю я попытаюсь вспомнить. Я ее так вот, ну, в общих чертах помню. Короче, нечем было отдавать. Он, короче, взял у типа симку. Вот. Ну, а сим-карта как бы тоже, ну, в то время стоила денег, и как бы это запрещенный предмет в зоне, как бы, и она была далеко не у всех, даже просто сим-карта, чтобы, ну, телефоны были мало у кого. Вот, ты приходишь кому-то позвонить, типа, и говоришь, ну, я со своей симкой, типа, вот, у тебя там деньги хранятся, там, в общем, это твой номер, чтобы там с чужого не звонить, потому что звонить с чужого тоже опасно. Бывали такие случаи, знаете, то есть ты звонишь там, приходишь к человеку, говоришь, типа, дай позвонить, ты позвонил, а потом по этому номеру там шумели твоим родным, и там какие-то там, не знаю, вымогательства, еще что-то бывали такие случаи. Ну, как-нибудь об этом тоже расскажу, если хотите, обязательно дайте обратную связь. Вот, в комментариях. И, в общем, он, короче, взял вот этот симку, типа, у типа, говорит, дай симку позвонить, схожу там. Короче, взял, этому типу сказал, что эту симку потерял, пошел, короче, к петухам, эту симку выменял на какие-то кроссовки, короче, у петухов взял. Пошел, короче, к барыге, эти кроссовки продал ему за сигареты, принес, короче, рассчитался сигаретами,
Этот чел, у кого он брал симку, ну, которому сказал, что потерял, позвонил домой, эту симку, короче, заблокировали, и петухи пришли к этому дурню, блядь. Вот, и, короче, его там колотили какими-то тапками, короче, чуть не убили его ночью. Это просто жесть. Потом он, кстати, ну, он тогда жил мужиком, вот, и петухов наказали за это. Вот. Потом он стал, кстати, потом он стал завхозом, когда зон стал краснеть. Вот. И опять у него какой-то кач был с петухами. Вот. Они его ночью, короче, пришли, налупили тоже его и его Дневального. Залетели к нему впятером ночью петухи. Вот. Они вдвоем жили в секции. Залетели ночью с палками туда к нему. Они убегали, короче, по всему отряду. Они, короче, там оплевали их, тоже там тапками кидать. А вот после этого, естественно, он завхозом перестал быть, потому что, ну, завхоз должен над петухами все-таки иметь авторитет. Хотя бы над петухами. Вот такие были ситуации. Но никто не закрывался из них. Это я просто так про Балдакруда вспомнил под конец этого выпуска. Вот, в общем, ну, это, блин, бывают такие люди, которые даже там все на жопу находят приключений. Вот такие дела. Ну что, надеюсь, ролик вам понравился. Если не понравился, ставьте палец вниз, но надо обосновать обязательно. Лайки на этом канале бесплатные, я договорился с Ютубом. Кстати, не забывайте еще, что ссылки на ВК, Инстаграм, на мой второй канал, там выходят другие ролики, вы найдете в описании. Также ТикТок, у меня там уже 5000 подписчиков, знаете. А это говорит о том, что там есть что посмотреть. Все в описании найдете, заглядывайте. Вот. А с вами был Миша Выплюшка. Не занимайтесь никакой фигней, дабы не попасть в плохие места. Вот, как это сделал в своей безмозглой юности я. Вот, слушайте меня, мотайте на ус, но никакой фигней не занимайтесь. Давайте, берегите себя. Увидимся.